Вы на канале «Это вкусно». Сегодня будем готовить картофельные зразы с мясом и грибами. По сути, это пирожки, только вместо теста используется картофельное пюре, ну а начинка может быть любой. Зразы получаются очень вкусными, но а если вы не любите возиться с тестом, то это точно ваше блюдо. Итак, мне понадобится 1 кг картофеля, 1 яйцо, соль, черный перец и 100 г муки. Картофель нужно готовить в мундире, поэтому я хорошенько его помыла. Но варить я его не буду, а запеку в микроволновке. Кладу картофель в обычный пакет, завязываю его и прокалываю в нескольких местах зубочисткой. Готовлю 5 минут на полной мощности микроволновки. Так картофель не впитывает в себя лишнюю влагу и в тесто не приходится добавлять муку. Но если вам проще отварить, то отварите. Картошка готова. Очищаю ее. И пока она теплая, потолку. Обязательно нужно добавить соль и черный перец по вкусу. Размешиваю яйцо, чтобы желток и белок объединились, и вливаю в картошку. Я совсем не добавляю в картошку муку, так как здесь нет лишней воды и пюре прекрасно будет лепиться. Хорошо все перемешиваю, и наше картофельное тесто готово. Если вы любите выпечку с картошкой, то у меня на канале есть рецепт приготовления осетинских пирогов с картошкой и сыром. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Приготовим начинку. Для нее мне понадобится 300 граммов грибов, 300 граммов отварной говядины, 2 луковицы, соль и черный перец. Нарезаю небольшими кубиками лук. Грибы у меня были замороженные. Я их разморозила и нарезаю небольшими кусочками. Мясо я перемолола на мясорубке. Разогреваю в сковороде немного растительного масла, отправляю туда лук и обжариваю его до того момента, пока он не начнет золотиться. Затем добавляю к луку грибы и готовлю, пока из грибов не уйдет лишняя влага и они начнут зажариваться. Затем отправляю в сковороду мясо. Обжариваю все еще минут 5, затем добавляю в начинку соль и черный перец. При желании можно кинуть небольшой кусочек сливочного масла. Начинка готова. Даю ей немного остыть и можно формировать зразы. У меня на канале есть рецепт приготовления татарских пирожков с курицей и картошкой. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Чтобы картофельное пюре не прилипало к рукам во время формовки, я ставлю тарелку с холодной водой, в которой буду смачивать руки. Итак, смачиваю руки водой. Беру полную ложку пюре, катаю его в шарик и затем придавливаю его немного. Добавляю в середину начинку. Начинки я беру немного меньше, чем самого пюре. И слепливаю пирожок. Лепится все отлично, ничего не распадается. Придаю зразам немного приплюснутую форму и кладу в тарелку с мукой. Леплю остальные.
Затем обваливаю готовые зразы в муке. Лишнюю муку стряхиваем и выкладываем зразы на доску. В таком виде их можно заморозить. Получаются домашние полуфабрикаты. После заморозки я размораживаю их в холодильнике и затем обжариваю. Это очень удобно. Разогреваю в сковороде растительное масло. Выкладываю зразы и жарю на средней мощности сначала с одной стороны до готовности, затем переворачиваю и жарю с другой стороны. Готовые зразы выкладываю на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир. Зразы подавайте со сметаной, это очень вкусно. Давайте разломаем и посмотрим серединку. Начинки много, зразы не рассыпаются и не крошатся. В то же время они мягкие и нежные. Самые вкусные рецепты блюд с фаршем смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!